Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня я предлагаю связать вот такой детский воротничок крючком. Давайте рассмотрим его поближе. Я сделала его на завязках. Состоит он из 5 фестончиков. Если нужен размер побольше, то можно сделать и 6 фестонов. Но такой воротничок на взрослый размер я бы не рекомендовала вязать, потому что он будет сильно скрученный и не очень красиво будет лежать на плечах. Как видите, вот в расправленном состоянии он выглядит в форме подковы. Так и должен любой воротничок иметь такую форму. Он не должен быть круглым, все-таки плечи у нас покатые, не прямые, не параллельно полу. Поэтому вот такой формы воротничок мы с вами и свяжем. И он будет красиво лежать и украшать наряд какой-то очаровательной девочки. Милый воротничок. Этот я вязала из ниток семеновская пряжа Кабле в 100 граммах 430 метров. Это стопроцентный хлопок. Цвет я брала льняной 306-74. Очень приятная пряжа, матовая, без блеска. Воротничок выглядит таким винтажным, рустикальный стиль. И размер его по внутреннему краю получился 40 сантиметров. Сегодня буду вязать воротник из ниток ромашка. Это также стопроцентный хлопок. В 75 граммах 320 метров. Белоснежный будет воротничок. И крючком буду вязать, что этот воротник, что сегодня крючком 1,5 миллиметра. Вязать его очень просто, быстро. Схема состоит из 7 рядов, не считая первой наборной цепочки, основы воротника. Так что такой воротник можно связать буквально за один вечер под любимый фильм, приятную музыку и хорошее настроение. Если вам нравится такой воротничок, поставьте большой пальчик вверх, мне будет очень приятно. Не забывайте подписываться на мой канал, если вы еще не подписаны. Так, ширина такого воротника у меня получилась, сразу скажу, вот 7,5 сантиметров. Я его уже блокировала, но если нет возможности поставить воротник на блокировку, то можно просто отпарить. И также он будет иметь красивую форму и аккуратный внешний вид. Что, давайте приступим. Я думаю, такой воротник украсит наряд, преобразит и платье, и какую-то блузочку, кофточку, футболочку. Ну, каждая модница найдет, куда применить этот очаровательный воротничок в своем гардеробе. Итак, делаем начальную петлю. И набираем 3 воздушные. 1, 2, 3. Накид. В первую петлю, в начальную, провязываем столбик с накидом. 3 воздушные. 1, 2, 3. Накид. И в третью петлю от крючка столбик с накидом. 3 воздушные. 1, 2, 3. Накид. В третью петлю столбик с накидом. Вот такие капельки у нас получаются. Мы с вами провязали 3 капельки, а нам нужно сделать 34. Если вы хотите сделать таких фестончиков не 5, а 6, тогда делаем еще на 6 больше. У нас раппорт из 6 вот таких капелек.
я набираю 34. Давайте свяжем эту цепочку самостоятельно и встретимся. Итак, цепочка готова. Я сделала 34 вот таких звена. Вяжем первый ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Это начальный столбик с накидом. Накид. И теперь в петлю, куда мы провязывали последний столбик с накидом, вот это основа последнего звена вот этого капельки, провязываем столбик с накидом. Сейчас рассмотрим еще повнимательнее. Вот начальный столбик, второй столбик с накидом и капелька как бы между ними. Далее 2 воздушные, и в эту же петлю провязываем еще один столбик с накидом. Как бы галочка у нас получается. Накид. Пропускаем вот эту капельку. И также в петлю, куда мы провязывали столбик с накидом, провязываем столбик с накидом. 2 воздушные. И еще один столбик с накидом сюда же, в эту петлю. Еще одна галочка готова. Пропускаем следующую капельку и также провязываем галочку. Первый столбик с накидом, 2 воздушные петли, второй столбик с накидом. Так, вяжем до конца ряда. И встречаемся. Подходим к концу ряда, провязали последнюю галочку и в начальную воздушную петлю провязываем столбик с накидом. Первый ряд у нас готов. Вяжем второй ряд. 1 воздушная петля подъема, разворачиваем. И в вершину столбика с накидом провязываем столбик без накида. В следующую арку 2 столбика без накида. В следующие 2 столбика по 1 столбику без накида. Первый и в следующий столбик второй. В следующую арку 1 столбик без накида. В следующие 2 столбика по столбику без накида. В следующую арку 2 столбика без накида. И в следующий столбик без накида. Далее 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Пропускаем арку и в следующую вяжем 3 столбика с накидом. Первый, сюда же в эту арку. Второй, третий. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3. И сюда же в эту арку еще 3 столбика с накидом. Первый, второй и третий. Вот такая ракушечка из 6 столбиков. Далее 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем арку. И после нее... Так, давайте посмотрим повнимательнее. Вот арочка из 2 столбиков состоит. Их мы также пропускаем. И в следующий столбик с накидом на следующей галочке провязываем столбик
без накида. В следующую арку 2 столбика без накида. В следующие 2 столбика по столбику без накида. В следующую арку 1 столбик. В следующие 2 столбика по столбику. В следующую арку 2 столбика. И в следующий столбик без накида. Итого провязали 11 столбиков без накида подряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Все правильно. И снова повторяем. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем арку. В следующую галочку под арку провязываем такую же ракушку. 3 столбика с накидом. Три воздушные петли арка и еще 3 столбика с накидом сюда же, в эту арку. Далее снова 5 воздушных. Все, продолжаем вязать по рисунку. Подходим к концу ряда, провязали последнюю ракушечку, 5 воздушных петель арка и довязываем столбики без накида. Первый, в арку второй, третий, в столбике четвертый, пятый, в следующую арку шестой, в столбике седьмой, восьмой, в арку девятый, десятый и в последний столбик одиннадцатый. Второй ряд у нас готов. Вот что у нас получается. Вяжем третий ряд, 1 воздушная петля, разворачиваем, и теперь нам нужно провязать 9 столбиков. Начинаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Первый мы пропускаем и в следующий вяжем первый, в следующий второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый. Снова 5 воздушных арка. 1, 2, 3, 4, 5, накид. И в следующие 3 столбика с накидом провязываем по столбику с накидом. Три столбика провязали. Далее 2 воздушные петли, 1, 2. И теперь в арку из 3 воздушных петель нам нужно провязать галочку. Крючок будем вставлять не под арку, а в саму воздушную петлю втыкаем крючок, в среднюю, во вторую, в центр арки. Провязываем первый столбик с накидом. Далее арка из 3 воздушных, 1, 2, 3. И сюда же в эту петлю провязываем второй столбик с накидом. Вот такая галочка. 2 воздушные. В следующие 3 столбика по столбику с накидом. 5 воздушных. 1, 2, 3,
4, 5. И переходим к группе из 11 столбиков без накида. Первый мы пропускаем и в следующие 9 провязываем по столбику без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и последний 9. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И повторяем такую же комбинацию столбиков вот на следующем фестончике. 3 столбика с накидом, 2 воздушные, галочка посередине, здесь арка из 3 воздушных. Далее 2 воздушные и снова 3 столбика. Все, продолжаем вязать по рисунку и встречаемся в конце ряда. Подходим к концу ряда. Провязали последнюю арку из 5 воздушных. И также вяжем во второй столбик. Первый пропустили. Столбик без накида 1, в следующий 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И вместо последнего 9 столбика провязываем маленький сплит, вставляем крючок в следующий столбик, вытянули ниточку. В следующую подвоздушную петлю подъема вставляем крючок, вытянули ниточку, 3 петли закрываем, чтобы у нас вот на этом краю потом не было таких ступенек, а краешек был ровненький. В конце каждого ряда будем провязывать сплит из 2 столбиков без накида. Так, 3-й ряд у нас готов. Вяжем 4-й ряд. Воздушная петля подъема, разворачиваем. В этом ряду у нас будет уже 7 столбиков. Вяжем первый столбик, следующий столбик 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В каждом ряду у нас на 2 столбика меньше, чтобы у нас здесь получался уголочек. Снова 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. В следующие 3 столбика с накидом провязываем по столбику с накидом. Первый, второй и в следующий 3. Две воздушные петли, столбик с накидом в следующий столбик, в следующую воздушную петлю на арке также провязываем столбик с накидом. Мне больше нравится, когда вставляем именно в петлю, не под арку, а в петлю, так как-то более аккуратнее выглядит. И в следующую воздушную петлю также провязываем столбик с накидом. Провязали 3 столбика подряд. 3 воздушные, арка 1, 2, 3, накид. В ту же петлю, куда вязали последний столбик, вяжем еще 1 столбик с накидом. В следующую воздушную петлю арки, это 3-я петля на арке, также столбик. И в следующий столбик с накидом, столбик с накидом. 2 воздушные. И в следующие 3 столбика
по столбику с накидом. Провязали. Пять воздушных. И пропускаем первый столбик, снова вяжем 7 столбиков без накида. Все, продолжаем вязать, оформляем наши фестончики. Подходим к концу ряда. Провязали арку из 5 воздушных. Я уже сделала 5 столбиков без накида. 6 и вместо 7 делаем такой же сплит. Вытянули и теперь под воздушную петлю подъема вытянули. Закрываем. Так, 4-й ряд у нас готов. Вяжем 5-й ряд, воздушная петля подъема. И теперь у нас будет 5 столбиков без накида, начиная со 2. 1, 2, 3, 4, 5. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. В следующие 3 столбика с накидом по столбику с накидом. Две воздушные. В следующие 3 столбика также провязываем по столбику с накидом. Первый, следующий, 2 и 3. 2 воздушные петли, арочка. И теперь в середину арки, в среднюю петлю провязываем галочку, крючок вставляем в саму арку, в петлю. Первый столбик с накидом, 3 воздушные петли и 2 столбик с накидом сюда же, в эту арку. 2 воздушные, 3 столбика с накидом, в следующие 3 столбика по одному. Две воздушные, в следующие 3 столбика по столбику. С накидом. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И снова вяжем 5 столбиков без накида. Так, продолжаем вязать по рисунку и встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последнюю арку из 5 воздушных и провязываем 5 столбиков еще. Первый пропустили. 1, 2, 3, 4, а вместо 5 провязываем сплит. Вытянули, под воздушную петлю вытянули и закрыли. Так, 5-й ряд у нас готов. Вяжем 6-й ряд, воздушная петля подъема, разворачиваем. И в этом ряду у нас будет по 3 столбика без накида. Первый пропустили, в следующие 3 по одному. 1, 2, 3. Провязали. И теперь будем делать арки не из 5 воздушных, а из 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, в следующие 3 столбика с накидом по столбику с накидом. Первый, 2,
третий. Провязали. Далее 2 воздушные. В следующие 3 столбика по столбику с накидом. Две воздушные. И теперь повторяем также в следующий столбик. Столбик с накидом. В первую воздушную петлю на арке. Столбик с накидом. И в среднюю воздушную петлю, во вторую на арке, также столбик с накидом. 3 воздушные. Накид. В эту же петлю столбик с накидом. В третью петлю, в последнюю на арке, столбик с накидом. И в следующий столбик с накидом провязываем столбик с накидом. Вот это вершина фестончика. 2 воздушные. В следующие 3 столбика по столбику с накидом. Две воздушные. В следующие 3 столбика с накидом по столбику с накидом. Теперь 6 воздушных арка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Переходим к группе из 5. Первый пропускаем. В следующие 3 по столбику без накида. 6 воздушных. Все, продолжаем вязать самостоятельно по рисунку и встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последние 6 воздушных, пропускаем первый столбик без накида, следующий вяжем первый столбик без накида, следующий второй и в конце вяжем сплит. Шестой ряд у нас готов. Вяжем последний, 7 ряд. Воздушная петля подъема, разворачиваем, средний столбик, столбик без накида, снова 6 воздушных арка, 1, 2, 3, 4, 5, 6, в следующие 3 столбика по столбику с накидом, первый, второй и третий. И сейчас вместо арки из 2 воздушных мы делаем пико из 3 воздушных петель. Итак, набираем 3 воздушные, 1, 2, 3. В третью петлю от крючка 1, 2, 3 провязываем соединительный столбик. И еще одна воздушная петля для симметрии. Накид. В следующие 3 столбика с накидом по столбику с накидом. И снова делаем пико из 3 воздушных. 1, 2, 3. Соединяем соединительной петлей. И еще одна воздушная. В следующие 3 столбика по столбику с накидом. И теперь здесь на кончике воротничка я столбики провязываю прямо под арку. Первый,
второй столбик с накидом, третий, пико из 3 воздушных, 1, 2, 3, соединяем в 3 петлю от крючка и 1 воздушная, и в эту арку провязываем еще 3 столбика с накидом. Вот такой у нас уголочек. В следующие 3 столбика по столбику с накидом. И снова делаем пико из 3 воздушных. Соединили, и еще 1 воздушная. Не забываем провязывать, так будет поровнее работа, смотреться аккуратнее. В следующие 3 столбика по столбику с накидом и снова пико. Провязали пико и еще 1 воздушная. В следующие 3 столбика по столбику с накидом. И далее идет арка из 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пропускаем первый столбик и в средний на группе из 3 столбик без накида. 6 воздушных, 4, 5, 6. Вот что у нас получается. Все, довязываем до конца ряда. Итак, подошли к концу ряда, провязали последнюю арку из 6 воздушных и завершаем ряд также сплитом. Все, делаем закрепку. Сейчас прячем хвостики. И нам нужно сделать завязки. Мы с вами свяжем одну вместе, а вторую, аналогично первой, будем делать самостоятельно. Итак, вот у нас последняя капелька наборной цепочки. В ее вершину столбика с накидом вставляем крючок и присоединяем ниточку, хвостик перекидываем, затянули. Можно хвостик обратно перекинуть, чтобы наше было соединение покрепче, и набираем цепочку из воздушных петель. Это примерно 70, ну смотря какой длиной вы хотите сделать цепочку. Давайте наберем, а кончики оформим вместе. Набираем цепочку до нужной длины, какой хотите длину завязочку. Ну вот, набрала 70 воздушных петель, накид, 1, 2, 3, в 3 петлю от крючка провязываем первый столбик с накидом, накид, сюда же второй столбик с накидом, 3 воздушные, 1, 2, 3, и в ту же петлю, куда мы провязывали столбики, делаем соединительный столбик. Все, закрепляем, ниточку отрезаем. И сейчас этот хвостик мы также спрячем под петли. Все, одна завязочка готова. Аналогично это делаем с другой стороны воротничка. Присоединяем нить вот к начальной петле. Прячем все хвостики ниток и ставим воротничок на блокировку.
Ну вот такой красивый воротничок у нас с вами получился. Как видите, вязать его легко, быстро. Я думаю, вы не пожалели, что присоединились и связали вместе со мной этот очаровательный воротничок крючком. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек и до новых встреч!